Всем привет, это канал Workshop Customs, и это третья часть обзора на новый серийный страйкбольный пистолет-пулемет от компании LCT. В этой части я максимально подробно расскажу о прикладе, о крышке ствольной коробки, переводчике огня, затворе и магазиноприемнике. Итак, поехали! Приклад стальной, рамочный, складывается в левую сторону. Сам по себе приклад стандартный, но с некоторыми нюансами. Главная его особенность в этом зацепе, который крепится на две заклепки. Этот зацеп позволяет закрепить приклад в сложном положении. На оригинале форма самого зацепа немного другая. Сам зацеп крепится вот на этот штифт сверху. Второй нюанс, который я заметил, на тыльной части приклада компания LCT почему-то отказалась от рельефных насечек. Хочу заметить, само крепление приклада аналогично креплению на боевом пистолете-пулемете. При складывании приклада нужно немного потянуть вверх, чтобы он сел вот на этот пин. Раскладывается он аналогично, тянем немного вверх, зацеп на прикладе снимается с этого пина и приклад спокойно раскладывается. Все гениально и просто. Обратите внимание, что складывается он достаточно легко, а вот раскладывается уже с небольшим усилием. Но это компенсируется жесткостью фиксации приклада в сложном положении. Также обратите внимание, что при сложном прикладе нельзя произвести оперативную смену магазинов, используя эту спарку. Также в сложном положении приклада не получится установить оптику на крепление ласточкин хвост. И наоборот, сложить приклад, если у вас установлена оптика на эту планку. Еще хочется обратить ваше внимание на то, что в этом узле вообще нет люфтов. Приклад не болтается ни в сложенном, ни в разложенном положении. Люфта нет даже в промежуточном положении при складывании-раскладывании приклада. Ход самого приклада очень жесткий. Крышка ствольной коробки стальная, она почти полностью повторяет стандартную, за исключением вот этого места. Касательно самой крышки у меня только два замечания. Первое замечание касается формы окна экстрактора гильз, так как на оригинальном пистолете-пулемете она выглядит немного по-другому. Второе, что бросается в глаза, это вот эти щели в этих местах. Отличительная особенность этой крышки в том, что она жестко крепится на шарнир к прицельной колодке. Благодаря этому отсутствует любой люфт, и сюда можно установить любой оптический либо коллиматорный прицел. Как вы видите, прицел крепится жестко и очень надежно. Сама крышка подпружинена, но штатная пружина довольно слабая, поэтому крышка может спокойно завалиться обратно. Вторая отличительная особенность крышки ствольной коробки – это планка Picatinny, которая на ней установлена. Это именно то, чего нам так не хватало. Планка Picatinny выполнена из алюминия, это проще, чем фрезеровка из стали, но не менее надежно. В исполнении планка очень похожа на оригинальную. Я специально для этого нашел от Сайги стальную. Как вы видите, она очень похожа. Сама планка посажена на 3 заклепки. Клепка идеальная, так как люфтов здесь вообще нет. В этом месте планка имеет две проушины, которые как раз и позволяют нам откинуть крышку ствольной коробки вверх. Переводчик огня визуально кажется длиннее, чем на оригинале. Я провел небольшое расследование, соотнес размеры по фото и выяснил, что предположительно у боевого пистолета-пулемета переводчик действительно немного короче. На боевом длина примерно 110,8 мм, а у реплики 112 мм. То есть на боевом переводчик короче примерно на 4 мм. Шторка затвора стандартная, но только по отношению к приводам от компании LCT. Как вы видите, они одинаковые.
А вот по отношению к оригинальной отличия существенные. А вот рукоятка имеет более приближенную к оригиналу форму и намного отличается от классической LCT-шной. Длина направляющей стандартная. Магазиноприемник изготовлен из полимера. Давайте я вам покажу его общий вид. В свое время мне удалось найти оригинальный приемник, поэтому вы сейчас можете их сравнить. Как вы видите, они очень похожи, но у реплики не такие плавные формы, реплика выше и шире. Из-за габаритов механических магазинов от компании LCT посадочное место у реплик немного шире, чем на оригинале. Из-за этого взаимозаменяемость этих частей почти нулевая. Чтобы это было более наглядно, у меня в руках магазин от компании LCT, и он абсолютно не подходит для этого магазина-приемника. Он в него просто не входит. Еще один факт, на который я хотел бы обратить внимание: горловина у реплики под прямыми углами. Хотя на оригинале есть небольшие сужения, которые позволяют примыкать магазины почти интуитивно, не глядя. Сам магазиноприемник крепится к боди в двух местах, вот на эти две заклепки и внутри бодика. Каких-либо щелей, либо люфтов я здесь не замечаю. Еще одно замечание, до которого я смог докопаться, это отсутствие заглушки в этом месте. В свое время я использовал что-то типа такой заглушки, которая бы идеально встала в это место и закрыла эту щель. На боевом эта заглушка есть, почему компания LCT ее сюда не поставила, я не знаю. На сегодня все. Если вам понравилось это видео, если оно было для вас полезно, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!